Представь себе космический корабль. Он летит не просто быстро, он летит со скоростью половины скорости света. Это примерно 150 тысяч километров в секунду. Чтобы ты понял масштаб, за 1 секунду такой корабль облетел бы Землю почти 4 раза. На такой скорости путь до ближайшей звезды занял бы не десятки тысяч лет, а всего несколько лет. Звучит как научная фантастика, но это не фантастика, это реальные расчеты физиков. И здесь возникает главный вопрос: сможет ли человек вообще выжить на такой скорости? А если сможет, почему мы до сих пор так не летаем? Давай разбираться спокойно и по шагам. Короткий ответ – да. С точки зрения физики, человек может лететь со скоростью 0,5 скорости света. Законы Вселенной это не запрещают. Важно другое. Они запрещают только одно – достичь скорости света или превысить ее. Но летать на 10%, 20%, 30% или даже 50% скорости света можно. Физика это допускает. Проблема в цене такого полета. И цена это – энергия. Чем ближе скорость к световой, тем больше энергии нужно для разгона. И растет она не постепенно. Она растет очень резко, почти бесконечно. Чтобы разогнать корабль с человеком до половины скорости света, понадобится колоссальное количество энергии. Речь идет о масштабах, сравнимых с годовым энергопотреблением целой развитой страны. И это только разгон, без учета торможения у цели, без учета защитных систем, без учета жизнеобеспечения. Современные ракеты сжигают почти все топливо, чтобы просто оторваться от Земли и выйти на орбиту. А здесь совершенно другой уровень, другой масштаб. Тот, который человечество пока не умеет контролировать. Но есть и хорошая новость. Человеческое тело не является главным ограничением. Если разгонять корабль плавно, с ускорением примерно в 1 земную гравитацию, человек будет чувствовать себя нормально, почти так же, как на Земле. Он сможет ходить, спать, работать, жить. Такой разгон может длиться месяцы или даже годы. Но для организма это не проблема. Тело человека способно выдержать такой полет. Настоящие сложности начинаются за пределами корабля, потому что космос не так пуст, как кажется. В межзвездном пространстве есть атомы водорода, есть микроскопические частицы пыли. На обычных скоростях они почти не опасны, но на скорости половины скорости света ситуация меняется полностью. Даже один атом водорода при столкновении ударяет как пуля, а крошечная пылинка становится похожей на мини-взрыв. Каждую секунду корабль сталкивался бы с тысячами таких частиц. Обычная броня здесь не спасет, она просто испарится. Для защиты понадобились бы активные системы, магнитные поля, плазменные экраны или технологии, которых у нас пока не существует. Но есть еще одна опасность – радиация. На околосветовых скоростях даже разряженный межзвездный газ превращается в поток опасного излучения. Кораблю понадобилась бы постоянно работающая защита, без перерывов, без ошибок, потому что одна ошибка может стать фатальной. И все же в этой истории есть еще один очень интересный эффект – эффект времени. На скорости половины скорости света время на корабле идет медленнее, чем на Земле, примерно на 15%. Это не фантастика, это подтвержденный физический эффект. Для экипажа путешествие займет меньше времени, чем для тех, кто остался дома. Эффект пока не драматичный, но это уже настоящее релятивистское путешествие. Именно поэтому ученые считают, что первыми к другим звездам полетят не люди, а автоматические зонды. Им не нужен воздух, им не страшны перегрузки, им не обязательно возвращаться. Уже сегодня существуют проекты, которые теоретически могут разогнать небольшой зонд до 20% скорости света. Для человека это пока слишком опасно. Но важно помнить главное. 0,5 скорости света – это не запрет физики. Это вопрос технологий, вопрос энергии и вопрос времени.
Сначала полетят машины, потом автоматические станции, и только потом человек. Возможно, именно они однажды подготовят путь для нас. И тогда путешествие к звездам перестанет быть научной фантастикой. А ты бы рискнул полететь с такой скоростью, зная, что обратного пути может не быть?